Всем привет и добро пожаловать на кухню Nordic Balance, где мы с вами готовим вкусно, быстро, красиво, полезно и дешево. Сегодня я хочу вместе с вами сделать лазанью, но не ту, которая плавает в соусе бешамель и которая просто-напросто нам прибавляет много килограмм на нашей фигуре, а по моему рецепту. Давайте пройдемся, что же у нас пойдет и что нам нужно в наш рецепт лазаньи. Значит, нам нужно будет 2 луковицы. Я взяла одну красную, одну белую, обычный репчатый лук, но это не из-за того, что там должен быть красный лук, просто-напросто у меня другого не было, я взяла их. Так, банка помидоров в собственном соку, которая уже порезана. У меня с добавкой чили, ну опять же, потому что мне так хочется, да, вы можете взять любую. 2 морковки, которые тоже натерты уже на мелкую терку, 800 грамм говяжьего фарша, вы можете брать любой фарш, смешанный, какой вам вообще нравится и так далее. Это у нас все пойдет вместе с 4 зубчиками чеснока в фарш, в соус мясной. Затем мы приготовим с вами соус бешамель, который будет состоять, внимание, 250 грамм у меня натурального йогурта, или вы можете взять сметану, 3 яйца, мускатный орех, это мы все сейчас увидите в блендером взобьем. И, конечно же, нужен нам будет тертый сыр, который я тоже покупаю уже готовым. Ну и виновник нашего торжества, как обычно, бездрожжевой лаваш. Та-дам! Он совершенно тонюсенький. Посмотрите, какой он прекрасный, чудесный и полезный. Ну что, приступаем к готовке. Итак, у меня уже немножко разогрелась сковородочка, да, и я сюда отправляю вот эти самые 2 луковицы. Как я сказала, вы можете взять абсолютно любой лук, репчатый, не обязательно красный, у меня просто-напросто другого не было. Так, сюда мы отправляем это, и к нему же мы добавляем наш чесночок. Чеснок можете выжать, или как в прессере, или как он называется. Я просто-напросто его мелко порезала. Вот, сейчас это все будет у нас красиво обжариваться на нашей сковородке. Так, и сразу же можно добавить и морковку. Все, как вы любите, в вашей последовательности, то есть не смотрите на то, как я это делаю, в какой именно последовательности. Вы хозяйка на своей кухне, и вы делаете так, как вы привыкли. Вот моя сковородочка наконец-то уже подогрелась. И мы это все смешаем вот так вот до того, как мы к этой прелести красочной добавим наш фарш и также помидоры в собственном соку. Это все мы отодвигаем немножко ближе. Запах уже совершенно потрясающий пошел. Вот. Тем временем, пока эта вся прелесть у нас подрумянивается, мы с вами приготовим соус, альтернативный соус, а-ля соус бешамель. Итак, что я делаю? Немножко подвинем. Я сейчас отправляю сюда яйца, 3 яйца у нас, которые мы с вами взобьем вместе с натуральным йогуртом. Йогурт может быть как без добавок натуральный, как у меня сегодня. Это может быть сметана, это может быть греческий йогурт, тоже совершенно спокойно. Все, мы сюда это отправили. Теперь мы подзаправим этот соус мускатным орехом. Та-дам! И также, конечно же, мы должны его подсолить и поперчить. Вот так вот. Тем временем немножко помешаем наш лучок и наши прекрасные овощи. Все уже подрумянивается. Скоро мы добавим наш фарш. И перчим наш соус будущий. Отлично. До того, как мы приступим к взбиванию нашего соуса, я хочу добавить в наши овощи
говяжий фарш. Бум. Все это хорошенько перемешаем. И, как обычно, делаем мясной соус, помешиваем на той температуре, которая у вас обычно есть. Фарш мы также подсолим. Еще раз перемешаем. Теперь я к соусу добавлю помидоры. Еще раз перемешаю и приступлю к взбиванию яиц с йогуртом. Немножко убавим температуру до 7 с 12. И начинаем шуметь. Бешамель мы взбили. Пришел Феликс. Пожалуйста, как всегда, мой помощник здесь. Hi, Феликс. Hi. Феликс лег на полу и мне помогает. Hi, Феликс. Тюк-тихун. Теперь я в наш фарш мясной добавляю базилик. У меня буквально чайная ложечка его получилась. Вот, я его у нас в саду сорвала. И вот он свеженький такой. Можете добавить сухой. Ничего страшного не будет. Он такой же полезный и вкусный. Запахи, ребята, у нас совершенно потрясающие в кухне. И посмотрите, какой у нас мясной фарш получается красочный. Ну что, наш соус уже готов. Он выглядит вот так вот, а-ля бешамель, желтенький, красивенький. Я возьму сейчас форму, и мы с вами начнем собирать нашу лазанью. Сыр мы также поставим сюда. Вот такая вот у меня будет форма сегодня. Наверное, так поставим. Так, и берем наш лаваш. Вначале я немножко полью соусом нашу форму, вот так вот. И мы положим первый корж нашей а-ля лазаньи. Вот так вот это будет выглядеть. Немножко я еще полью внутри. Все это распределится, будет все красиво. Я этот корж немножко притрушу тертым сыром. И теперь наш фарш уже готов. И мы начинаем его выкладывать, выключаем сковородку, выкладывать на наши пласты лазаньи. Так, возьмем побольше ложку, давайте. Вот такую вот мы возьмем. И начнем процедуру сборки лазаньи. Все просто, все красиво. Мясной слой мы посыпаем опять же сыром тертым. Отставляем и делаем второй слой лазаньи. Все в такой же последовательности. А-ля бешамель. Турум-турум. Так. Немножко разровняем. И последним слоем мы выкладываем наш лаваш а-ля соус и хорошенько
притрусим все это сыром. Вот так выглядит наша лазанья, но я думаю, я сейчас еще немножко добавлю сыра тертого. Он у меня в холодильнике, поэтому я это не буду снимать, а вы увидите уже потом, как это будет выглядеть после духовки, которая разогрела на 180 градусов. И наша лазанья, она должна постоять буквально 20 минут, не больше. Так что потом, через 20 минут мы опять с вами встретимся, и я вам покажу готовый продукт, нашу супер лазанью. Ну вот, прошло не 20, а 30 минут, я добавила немножечко времени, и наша лазанья выглядит вот так вот. Смотрите, какая она получилась у нас. Красивая, нарядная. И теперь мы с вами ее идем разрезать. Она сейчас очень горяча, или как сказать, горячая, и поэтому я не знаю, как она будет резаться. Давайте попробуем. Если что, то когда она остынет, я вам обязательно покажу, как она выглядит в разрезе. Видите, режется она хорошо. Феликс здесь, как всегда, видите? Так, вот так вот. Сейчас я возьму лопатку, ее подниму. И вы можете посмотреть, что у нас получилось. Но в принципе, когда она будет уже немножечко охлаждена, она будет выглядеть гораздо лучше. Вот, смотрите, какие у нас слои. Все выглядит чудесно. Я могу еще кусочек отрезать, для того, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Да? Опять же, когда она немножечко остынет, она должна постоять, подышать, будет совершенно другой холинкор. Фотографию я для вас обязательно сделаю, чтобы вы посмотрели на вид нашей лазаньи в более прохладном варианте. Вот такой большой кусок, это моему мужу будет. Упс. Смотрите, какая она красавица. Вот я вам покажу. Но все же говорю, она сейчас такая горячая и не такая презентабельная. Но суть нашего рецепта вы поняли. Этот рецепт очень и очень вкусный, поверьте, ничем не отличается от обыкновенной лазаньи, которая, ну, я не знаю, по калорийности в 10 раз больше, и вы, когда кушаете, имеете обязательно какую-то, там, знаете, как говорят у нас, грязную совесть. Так что, дорогие мои, попробуйте этот рецепт. Он очень хороший, вкусный, полезный, дешевый. И напишите свои комментарии. Кушайте с удовольствием, не бойтесь еды и посещайте мой канал. Приходите со своими комментариями, возвращайтесь со своими какими-то идеями. Я всегда и всегда очень и очень всем вам рада. Спасибо большое за сегодняшний день, и с вами была любящая вас Виктория. Не забывайте, если вы хотите купить мне чашечку кофе, то добро пожаловать, смотрите ссылку. Всех вам благ, с вами была любящая вас Виктория. До новых встреч, пока!